Сегодня у нас на обзоре американские бренды. Это компания Automagic и Fox Chemie, специальный набор для глубокой чистки лакокрасочного покрытия. То есть это глина, специальный лубрикант для нее, для того, чтобы она у нас скользила по лакокрасочному покрытию. И специальный обезжириватель антисиликон с запахом клубнички, который у нас удалит остатки загрязнений. То есть это силиконы оставшиеся, какие-то химические составляющие, также полироли. И, соответственно, подготовит наш автомобиль под нанесение каких-то специальных защитных составов. Поэтому сейчас я продемонстрирую, как это работает, как это наносить. Итак, для начала расскажу, для чего нам нужны данные составы, вообще для чего удалять механические вкрапления и что вообще это такое. Механические вкрапления в лакокрасочном покрытии – это мельчайшие частички, тормозная пыль, песчинки различные и так далее, и так далее. То есть вот когда мы, образно пример приведу, едете на велосипеде, вас обгоняет машина, если вы по дороге едете, и в лицо прилетает очень много мелких песчинок, то есть вы это ощущаете. То же самое происходит с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля. То есть когда вы едете, встречные машины или, соответственно, впереди идущие, от них летит постоянно какая-то грязь, мелкие песчинки, песок и так далее. На высокой скорости они врезаются в лак, соответственно, и остаются у нас в лаке. Для того, чтобы их удалить, к сожалению, абразивные пасты, полироли, они их не уберут никаким образом. Для этого необходима специальная процедура, такая как глубокая чистка лакокрасочного покрытия специальной глиной. Они бывают двух типов: абразивная и безабразивная. То есть в основном, в принципе, производители по цветам делают специально глину. То есть синяя глина у нас обычно идет безабразивная глина, а уже там красные, белые и другие цвета идут абразивные глины. Вот, соответственно, мы сегодня показываем, как нам почистить лак безабразивной глиной. Для этого нам нужно, первое, это тщательно помыть автомобиль. Опять же, повторюсь, всегда в предыдущих видео говорил, нам необходима двухфазная мойка, потому что она безопасно отмывает автомобиль, кузов, и очень тщательно это делает. Соответственно, далее мы берем лубрикант. Лубрикант – это у нас специальный состав, который дает скольжение глине по лаку, и, соответственно, глина у нас не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии, и безопасно и качественно очищает, соответственно, обрабатываемую поверхность. Сейчас я покажу, как это нужно делать. Соответственно, небольшое количество, вот мы переводим в положение спрей. Небольшое количество наносим на деталь. Далее немножко на глину. Глину мы немного разминаем под размер ладошки. И делаем, желательно именно кистью, да, то есть кистью, пальцами, небольшие движения, вот такие, без сильного нажима. Многие, наверное, спросят, да, то есть возникает вопрос, как понять, почистили мы или не почистили. То есть, когда мы помыли машину, можно потрогать кузов, и вы будете ощущать пальцами, кончиками прям пальцев, какие-то мелкие песчинки постоянно в лаке. То есть, после чистки глиной мы также проводим рукой, и этих песчинок вы просто не почувствуете. Глина у нас их убирает. Вот, основные моменты работы с глиной, это первое, глину нельзя ронять. Вот, кстати, да, можно посмотреть, вот мы небольшой участок почистили, у нас уже видно, что глина загрязняется. Вот, соответственно, глину нельзя ронять. Почему? Потому что при падении на пол она может у нас попасть там на песок, впитать какие-то песчинки, которые в дальнейшем у нас, соответственно, просто поцарапают лак. Вот, поэтому крайне аккуратно с глиной нужно работать, не ронять ее. Вот, хранить глину необходимо в каком-то закрытом либо мешочке, либо в пакетике, либо в футляре, чтобы она не высыхала у нас. Потому что если глина у нас высохнет, она у нас будет крошиться. Вот, еще раз посмотрите. Видно,
ну, на чистой машине, в принципе, да, после мойки. То есть лак все равно остается какая-то грязь, какие-то загрязнения, которые удаляются у нас только с помощью вот такой процедуры. Ну, кстати, очень приятный аромат у этого состава. Вот, небольшой расход. Ну, я думаю, все знаете компанию Automagic. Это очень известный бренд американский. Очень хорошо себя зарекомендовал, как в России, так и за ее пределами. Вот. Что касается расхода по глине, насколько глины данной хватает, насколько автомобилей она рассчитана. Ну, из моей практики в детейлинге я примерно, вот так вот, навскидку, где-то в районе 16 лет. Я очень давно этим занимаюсь. Мое любимое дело. Значит, такого брусочка глины хватает в среднем на чистку, ну, то есть от 25 до 30 машин. Как узнать, что глина у нас ну, уже в негодность пришла, да, и ее пора выкидывать. То есть, когда мы чистим, ну вот опять же, да, посмотрите, вот, когда мы чистим лак ею, она у нас загрязняется, да, вот как сейчас. Соответственно, мы ее переминаем потихонечку, как пластилин, она пластична. Вот, переминаем ее, растягиваем немного еще. Вот, и продолжаем работать. Немножко надо. Просто если вот не обрабатывать хорошенько деталь, то, соответственно, на сухом участке глина будет стираться. Вот, что нежелательно. Вот если, да, вот если передавал еще звук хороший, то есть вот я захожу, когда на необработанные части у нас какие-то есть вот загрязнения, они прям сначала туго стираются, а потом глина очень легко ходит по лакокрасочному покрытию. Вот, и значит, когда мы переминаем глину нашу, она у нас начинает крошиться, да, то есть, ну, соответственно, это показатель того, что глина уже, соответственно, пришла в негодность, и ее пора выкидывать. Но из практики могу сказать, в среднем это приходит где-то после там 25-30 машин после этих обработок. Вот. Единственный момент, перед использованием лубриканта и глины обязательно чистить машину от битума, потому что битумом засоряется глина и, соответственно, приходит в негодность, ну, крайне быстро. Вот. Поэтому смысл удалять битум глиной, ну, нецелесообразно. Во-первых, трудоемко и время затратно. То есть для этого есть специальные составы для удаления битума, довольно-таки качественные. То есть в интернет-магазине Косметика Авто вы можете найти большое многообразие их. Вот. Ну, то есть, как бы, вот сейчас мы, в принципе, почистили вот капот, да? Нам необходимо его теперь протереть. Все, у нас почистили мы капот. Нам необходимо удалить остатки лубриканта. Вот, данная операция, ну, 100% необходима перед абразивной полировкой. Ну, это просто 100%, потому что песчинки, которые у нас врезаются в лакокрасочное покрытие, да, механические, они у нас не удаляются ни одним абразивом и абразивной полировкой. И если мы этот шаг исключаем, то вот представьте себе абстрактно, да, лакокрасочное покрытие, в него врезается песчинка. Если мы делаем абразивную полировку и не очищаем лакокрасочное покрытие глиной и не вытаскиваем эту песчинку из лака, она у нас остается в нем. Соответственно, когда мы делаем абразивную полировку, мы снимаем лак вокруг этой песчинки, а песчинка это остается у нас, ну, конечно, какая-то часть их удаляется с лака, да, но какие-то они остаются в любом случае. И когда мы наносить будем уже финальное защитное покрытие, любое, то есть там керамика, жидкое стекло, ну, я про долговременные в основном говорю, то вот это покрытие, оно у нас получается нарушено, его целостность. Соответственно, вот в эти трещинки, которые у нас делает песчинка, ну, соответственно, заливается химия, попадает
реагенты, агрессивная химия для мойки машин и так далее, и так далее. И покрытие у нас разрушается в несколько раз быстрее. То есть у нас получается оно не целостное покрытие, а как решето небольшое. Поэтому данный этап подготовки кузова перед полировкой, он вообще необходим. А если мы полировку не делаем, то в основном, конечно, вот эта операция, она необходима у нас после зимнего периода, в зимний период, когда на машину налипает у нас огромное количество реагента. И, сами знаете, я думаю, это ни для кого не секрет, смыть реагент на обычной простой мойке практически невозможно без использования специальных каких-то средств. Вот. Поэтому теперь смотрите дальше, как мы будем делать обезжиривание кузова. Итак, у нас настал третий этап, это обезжиривание. Мы берем обезжириватель Fox Chemie. Очень интересно, с ароматом клубнички. Вот, единственный момент, у нас существуют лаки и покрытия такие, так называемые, такие назовем их капризные, да, и чистым нежелательно их использовать, чистым обезжириватель этот. Нам необходимо будет на небольшом участочке попробовать, не мутнеет ли у нас лак. Если какие-то есть небольшие помутнения, можем его развести 1 к 4 с дистиллированной водой и использовать по прямому назначению. Покажу вам конкретно как. Для этого нам необходима чистая фибра. Наносим, опять же переводим в режим спрей. Наносим небольшое количество и протираем кузов. То есть видно, вот испаряется сразу. Обезжиривателем данным, то есть мы удаляем остатки каких-то силиконов, химические какие-то составы с кузова. Опять же, перед полировкой удаляем политуры, остатки, глейзы какие-то там и так далее. Я вам показал, как правильно, качественно и тщательно очистить механические вкрапления лакокрасочное покрытие и обезжирить его. То есть это и есть технология глубокой очистки лакокрасочного покрытия. Смотрите наши новости, подписывайтесь на наш канал. Пока!